Теперь давай ответим на вопросы наших зрителей. Первый вопрос. Оцифровка мастер-ленты для дальнейшего ремастеринга. В какое качество ее лучше делать? И правда ли, что лента может содержать частоты от 50 Гц до 50 кГц? Или это аудиофильский миф? Отличный вопрос. Потому что здесь действительно нужно разделить две совершенно разные вещи. Что физически способен воспроизвести магнитный тракт и что реально содержится на конкретной мастер-ленте. Давай начнем с верхней границы. Частоты до 50 кГц на аналоговой ленте — это реальность? Потенциально — да. Но это не означает, что на каждой мастер-ленте действительно записан полезный сигнал до 50 кГц. У магнитной ленты нет цифрового фильтра, который просто говорит «после 20 кГц ничего нет». Верхняя граница определяется целым набором факторов — типом ленты, скоростью движения, магнитными головками, размером магнитных частиц, настройкой тракта и качеством самой записи. На профессиональных скоростях, особенно 30 IPS, то есть около 76 см в секунду, хороший магнитофон действительно может иметь заметный отклик далеко выше 20 кГц. Но чем выше частота, тем сильнее обычно падает уровень, и тем больше становится влияние шумов и ограничений самого тракта. То есть увидеть что-то на 50 кГц на спектроанализаторе вполне реально? Да, но вот здесь начинается самое интересное. Уровень около 50 кГц может содержать реальный высокочастотный компонент записи, но это не означает, что все, что мы увидели на спектрограмме, именно музыка. Там могут присутствовать шум ленты, шум электроники воспроизводящего тракта и различные высокочастотные артефакты. А подмагничивание? Связывать 50 кГц непосредственно с частотой подмагничивания было бы неправильно. В студийных магнитофонах частота байес обычно значительно выше, часто порядка сотен килогерц. И при нормальной настройке она не должна превращаться в слышимый или полезный компонент аудиозаписи. Кроме того, нужно различать шум, записанный на ленту, и шум самого воспроизводящего аппарата. Например, наводка или шум электроники тракта воспроизведения может появиться уже во время оцифровки и вовсе не находиться на самой мастер-ленте. А что с нижней границей? 50 Гц для профессионального магнитофона вообще не проблема? Для хорошего студийного тракта 50 Гц действительно находится в очень комфортной области. Но и здесь АЧХ не обязана быть идеально ровной до самого нуля. На низких частотах у воспроизводящей головки может возникать характерный head-bump – подъем АЧХ, связанный с ее геометрией и взаимодействием с магнитным полем ленты. Его положение зависит в том числе от скорости ленты и конструкции головки. Поэтому аналоговый тракт нельзя представить как идеальную цифровую полку. У него есть свой характер АЧХ, шумы и ограничения на обоих краях спектра. Теперь к главному вопросу. В каком качестве оцифровывать мастер для последующего ремастеринга? Если задача — архивная оцифровка с последующей цифровой обработкой, разумный ориентир 24 бит 96 кГц, как очень серьезный рабочий стандарт. 192 кГц 24 бит тоже вполне оправданный выбор, особенно если конкретный аналоговый тракт имеет значимый ультразвуковой отклик, и мы хотим сохранить его с максимальным запасом. Но 192 кГц не является магической цифрой, которая автоматически делает оцифровку лучше. А зачем вообще поднимать частоту дискретизации выше 44,1 или 48 кГц, если человек все равно слышит примерно до 20 кГц? Здесь есть две причины. Во-первых, при 96 или 192 кГц у АЦП появляется гораздо больше пространства между слышимым диапазоном и частотой Найквиста. Например, при 44,1 кГц частота Найквиста 22,05 кГц, а при 192 кГц уже 96 кГц. Да, представь дом, возле которого нужно поставить заграждение. Оно мешает ходить. А если у нас есть побольше места вокруг дома, то забор можно поставить и подальше, и у нас будет пространство прогуливаться вокруг нашего жилища. Примерно так работает и запас по частоте. Более высокая частота дискретизации позволяет аналоговому антиалиасинговому фильтру иметь более комфортную переходную область,
которую можно еще и отодвинуть подальше вверх от слышимого диапазона. Конечно, это не означает автоматически отсутствие алиасинга или фазовых искажений. Все зависит от конкретной схемы АЦП и ее фильтрации. Верно. Во-вторых, некоторые цифровые процессы действительно выигрывают от повышенной частоты дискретизации. Особенно это касается нелинейной обработки и некоторых алгоритмов реставрации, где дополнительные ультразвуковые октавы позволяют отодвинуть возникающие продукты нелинейности подальше от слышимого диапазона. Это как носить литр воды в литровой или двухлитровой кастрюле. В двухлитровой меньше шансов расплескать и потерять часть воды. Давай насчет разрядности. 24 бита или 32 бит float. Для самой оцифровки мастер-ленты 24-битного PCM более чем достаточно для подавляющего большинства практических задач. У аналоговой ленты есть собственный шум, и реальный динамический диапазон всей системы значительно меньше теоретических 144 дБ 24-битного PCM. Поэтому 24 бита дают огромный запас относительно шумового пола аналогового источника. Так зачем расходовать лишнее место на диске? 32-бит float особенно полезен уже на этапе цифровой обработки. Он позволяет выполнять вычисления с очень большим запасом по уровню и практически не беспокоиться о переполнении внутри цифровой цепочки. Но здесь есть важное уточнение. 32-бит float не спасает от перегрузки аналогового входа или самого АЦП. Если мы слишком сильно подали сигнал на вход и ADC уже ушел в клиппинг, никакой плавающий формат это не исправит. А DSD-оцифровка? Если мы хотим максимально сохранить аналоговую природу мастер-ленты, может быть, лучше сразу писать в DSD? DSD тоже вполне подходит для архивной оцифровки. Но здесь важно понимать, что это другая система цифрового представления, а не просто более качественный PCM. DSD использует однобитный поток с очень высокой частотой дискретизации и переносит большую часть шума квантования в ультразвуковую область. Например, DSD-64 работает на 2-2824 МГц, а DSD-256 уже на 11-289-66 МГц. Поскольку однобитный сигнал имеет высокий уровень шума ошибок из-за малого разрешения по уровню, то этот шум выталкивается в область ультразвука. Это как мусор в закрытой квартире не выносить, а смести в один дальний угол. И в остальных местах станет чисто. Цифры частот дискретизации DSD звучат впечатляюще, но высокая частота сама по себе не означает, что мы получили больше полезной информации. У DSD есть обратная сторона. Чем сильнее мы выталкиваем шум за пределы слышимого диапазона, тем выше становится ультразвуковой noise floor. Поэтому при последующем ремастеринге DSD не всегда удобнее. Эквализация, изменение уровня, большинство современных DSP-процессов и особенно сложная реставрация обычно выполняются внутри системы в PCM. В таком случае DSD все равно приходится преобразовывать в многобитный PCM, обрабатывать его, а затем при необходимости снова переводить в DSD. А можно сделать обработку DSD в студии или дома, не имея какого-нибудь специального аппаратно-программного комплекса? Для надлежащей обработки DSD нужны качественные инструменты. Тогда можно пройти все стадии редактирования гладко. Как же редактируется DSD? По шагам. Первое. Конвертируйте DSD-файлы в PCM-формат высокого разрешения. Это можно сделать, например, с помощью программы AUI Converter. Второе. Импортируйте их в программу многоканальной рабочей станции DAW и проводите там всю обработку от сведения до ремастеринга. Третье. Экспортируйте результат обработки из рабочей станции в файл высокого разрешения без ресэмплинга частоты дискретизации проекта. Четвертое. Конвертируйте экспортированный PCM-файл в DSD. Это можно сделать, например, с помощью той же программы AUI Converter. Но лишняя конвертация — это же деструктивно? Технически искажения при преобразовании DSD в PCM или обратно неизбежны. Но если, как я сказала ранее, использовать качественный инструмент, такой как, например, AUI Converter, то такими потерями можно пренебречь.
Вот график, на котором изображен конвертированный с помощью AUI-конвертер сигнал DSD. Посмотрите на верхний график. Тестовый сигнал виден как наклонная яркая линия. Вверху графика мы видим технологический шум DSD. Обычная картина DSD-сигнала. Так, понятно. Теперь посмотрим на нижний рисунок. Это сигнал, конвертированный другой популярной программой. Вдобавок к тому, что есть на верхнем графике, мы видим дополнительные компоненты, которых там не должно быть. Поэтому, когда мы преобразуем оцифрованный с ленты DSD в PCM-файл для редактирования или экспортированный из рабочей станции PCM-файл в DSD, то использование такого инструмента, как, например, AUI-конвертер, можно пренебречь потерями конвертации. А в какую частоту дискретизации DSD лучше всего преобразовывать ленту? Если есть возможность, то лучше записывать на частоте дискретизации DSD 128 или выше. Как правило, технологический шум DSD на более высоких частотах дискретизации отодвинут выше, в область ультразвука, расположен дальше от музыки. Однако это зависит от того, как сделан рекордер DSD, которым вы оцифровываете ленту. В какое разрешение аудио нужно преобразовывать записанный DSD для наилучшего результата? Какое установить аудиоразрешение в настройках проекта DAW? С учетом того, что вы будете редактировать, делать сведение или ремастеринг в рабочей станции DAW, то стоит выбрать частоту дискретизации повыше. Я бы порекомендовала 96 кГц или даже выше. А битовое разрешение лучше выбрать 32 бит float или, если позволяют вычислительные ресурсы, 64 бит float. То есть PCM-файл, полученный из записи ленты, должен иметь частоту дискретизации 96 кГц или выше на 32 или 64 бит float, точно такие же, как сам проект рабочей станции, чтобы он по возможности не делал никаких преобразований при импорте файлов проекта. А какой фильтр ресэмплинга выбрать в AUI-конвертер? Если после обработки записи в рабочей станции слышен шум, то лучше при конвертации DSD в PCM использовать оптимизированный фильтр. Он удалит все лишние ультразвуковые компоненты, которые могут интермодулировать и давать слышимые артефакты. Если же шума нет, то используйте неоптимизированный или неоптимизированный широкополосный фильтр. В этом случае вы сохраните максимум спектра сигнала записи с лентой. А подробнее о редактировании DSD-сигнала почитайте в статье или посмотрите видео по ссылкам в описании к этому ролику. То есть DSD имеет смысл прежде всего как формат архивного хранения, а не как магический способ получить больше информации с ленты. Верно. Если весь тракт от АЦП до последующего хранения построен вокруг DSD, это вполне жизнеспособный вариант. Но для практического ремастеринга 2496 или 24192 PCM обычно гораздо удобнее и не ограничивает нас в точности обработки. И еще один важный момент. Для аналоговой мастер-ленты качество магнитофона, головок, калибровки и самого АЦП намного важнее того, написали мы результат в DSD 256 или PCM 192 кГц. DSD — это не волшебная лупа, которая извлекает из ленты информацию, которой там уже нет. Значит, для архивной мастер-ленты можно ориентироваться на 2496, а 24192 использовать, когда действительно есть причина сохранять более широкий ультразвуковой диапазон. А можно и в DSD. Конечно. И главное, качество оцифровки определяется не только цифрами на коробке АЦП. Там те же фильтры из реальной жизни, которые влияют на результат. Нет никакой прямой зависимости точности записи от значения частоты сэмплирования. Или от того, запишем мы в PCM или в DSD. Причем для аналогово-цифрового преобразователя или рекордера определить на слух наилучшую по звучанию частоту сложнее, чем для ЦАП. Ведь слушать-то сравниваемую запись мы будем через конкретный ЦАП, а это значимый элемент для звучания в системе. Хотя с помощью измерений это сделать гораздо проще.
Можно записать мастер в 192 кГц 24 бит и получить посредственный результат, если неправильно настроенный азимут головки, уровень воспроизведения, эквализация или сам тракт. И наоборот, грамотно настроенный профессиональный магнитофон, хороший АЦП и корректная калибровка дадут великолепный архив даже в 96 кГц 24 бит. Поэтому итоговый принцип очень простой. Не нужно пытаться сохранить все 100% информации ленты одной высокой частотой дискретизации. Нужно поточнее, в рамках разумного, снять то, что действительно способен отдать конкретный мастер и конкретный воспроизводящий аналоговый тракт. Для этого нам нужно откалиброваться, записать, обработать и послушать. А уже после этого у нас появляется возможность делать действительно качественные цифровые исходники для ремастеринга. А на сегодня все. Хотите знать об аудио больше? Все полезные материалы и статьи по ссылкам в описании под этим видео. Изучайте, опирайтесь на факты, чувствуйте себя уверенно в дискуссиях о звуке.